Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, в этом видео мы с вами уделим внимание окнам. Почему именно окнам? Дело в том, что это не просто окна, через которые мы смотрим во внешний мир, но это и тот элемент, с помощью которого мы можем как привлечь изобилие, достаток, благополучие, также мы можем привлечь беды, неприятности, проблемы и даже болезни в свою жизнь. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и просмотрите, нет ли у вас чего на подоконнике, что ни в коем случае не должно там находиться. Давайте, друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, друзья, а в комментарии напишите следующую волшебную фразу, и Вселенная обязательно это приумножит в вашей жизни. Я привлекаю изобилие и достаток в свой дом легко и естественно. Истинно да будет так. Не забывайте, пожалуйста, прописывать ваше полное имя из большой буквы, потому что некоторые люди почему-то это игнорируют. Вы знаете, окна имеют очень такие вот важные древние моменты, на которые вам стоит обратить внимание. Дело в том, что вы должны понимать и то, что окна в доме – это глаза, и через окна мы можем смотреть во внешний мир, а находясь за пределами своего дома, мы можем смотреть внутрь. И, возможно, вы замечали, но иногда, когда вы смотрите в дом с улицы, вы, возможно, замечали, что вы прямо чувствуете какой-то потусторонний мир, и это неспроста, потому что окна имеют сакральный смысл. Давайте разбираться. Во-первых, обязательно просмотрите, чтобы у вас на подоконнике было всегда чисто, и ваши окна были вымыты. Они никогда не должны быть треснутыми. Очень часто бывает так, что ввиду того, что нет возможности поменять разбитое стекло, да, заклеивают скотчем, как-то клеем и так далее, и так далее. Вы должны понимать и то, что целостность оно уже потеряло, и, соответственно, вы таким образом привлекаете беды и проблемы в свою жизнь. Вы должны понимать и то, что есть сущности низшего порядка, которые пытаются всеми своими силами забраться в любой дом. И вот они ищут возможности. И вот такая возможность через окно у них точно есть. Поэтому, если у вас разбилось стекло, какая-то произошла, например, деформация с стеклопакетом, обязательно замените, потому что вы в первую очередь это идет потеря энергии, потеря удачи, потеря благополучия. Вы должны понимать о том, что когда у вас все в порядке со стеклом, с вашим окном, то это барьер для плохих воздействий и энергии. И тогда никто не может нарушить гармонию и баланс в вашем доме. Но как только что-то происходит, обратите на это внимание. Также обращаем ваше внимание, что в вечернее время у вас должны быть закрыты жалюзи, или вы купите шторы, плотные шторы, чтобы не попадал вот этот ночной свет луны в ваш дом или вашу квартиру, потому что таким образом вы приглашаете сущности низшего порядка. В дневное время суток, наоборот, старайтесь открывать, распахивать окна, открывайте форточки, пусть ваш дом, ваша квартира наполняется вот этой энергией. Это божественная энергия, это солнечная энергия, которая питает весь мир. Также обращаем ваше внимание, что, возможно, иногда вы замечали, и вы в комментариях нам даже пишете, что, ой, вы знаете, ко мне постучалась птичка. Вы знаете, в разных культурах и в разных традициях это разные приметы. Но вы здесь должны понимать, что это за птичка постучалась, в какое-то время произошло. Потому что, например, для некоторых людей, если это скворец постучался, это значит о том, что о вас сплетничают достаточно сильно, и в ближайшее время вы увидите результат этих сплетен на лицо.
Также, если, например, это постучалась к вам ворона, как-то покаркала, да, вот издала какие-то звуки свои, обратите внимание на свои деньги, чтобы вас никто не обманул. То есть в вашем окружении есть мошенники, которые пытаются у вас увести, забрать деньги. Здесь это нужно обращать внимание. Также вы должны понимать и то, что на вашем подоконнике всегда должно быть чисто. Это мы не говорим о том, что каждые полчаса нужно протирать подоконник, но хотя бы раз в неделю, когда вы делаете уборочку, или раз в месяц, у каждого по-своему, потому что все мы люди заняты, но всегда протирайте подоконник. Кроме того, если вы видите, что у вас происходят какие-то не очень хорошие ситуации в доме, возьмите жменю соли и вот, знаете, просыпьте такую вот, как сделайте черту из соли и скажите: только изобилие пропускаю в этот дом, истинно да будет так. И вы таким образом через соль уже никто и ничто не сможет пройти. Помните, пожалуйста, об этом. Теперь давайте поговорим о том, что же ни в коем случае не должно находиться на подоконнике и на окне. Во-первых, ваше окно не должно быть не заклеено никакими наклейками. Знаете, бывает так, что люди считают, что нужно написать какие-то на стекле, какие-то цифры, какие-то знаки. Ни в коем случае этого не делайте, потому что стекло, оно имеет двойное значение в зависимости, как вы смотрите на него, поэтому ни в коем случае никогда на окнах ничего не пишите, не рисуйте. Если вам поставили новые окна, металлопластиковые, неважно, деревянные окна, обязательно их нужно хорошенько промыть, проветрить, чтобы они наполнились именно вашей энергией. Помните об этом. Итак, что же нельзя ставить? Никогда на подоконник не ставьте непарные вещи. То есть вне зависимости, что это будет. Да, вы будете удивлены, но есть люди почему-то считают, что если что-то потерялось, ну, например, было две заколки, да, или две было резинки, и одна из них потерялась, некоторые люди думают о том, что если они будут класть на подоконник, то они быстрее найдут. Нет, ни в коем случае нельзя, потому что, помните, подоконник – это у нас сакральное место, это наши глаза во внешний мир, и вы, наоборот, должны сделать так, чтобы в ваш дом привлекалось изобилие, достаток, благополучие, а не приходило что-то в таком вот в разрушенном виде. Это нужно понимать и осознавать. Далее. На вашем подоконнике никогда не должно быть часов, в том числе и сломанных, или которых вы планируете отнести в мастерскую. Помните о том, что ваш подоконник и вообще окно – это не музей, где вы будете складывать какие-то вещи поломанные и так далее. Ни в коем случае этого не должно быть. Если у вас часы поломались, несите в мастерскую. Не можете отремонтировать, все, срок использования их не закончился, в таком случае разберите и выбросите в мусорку, поблагодарите Вселенную, поблагодарите время, которое на вас работало. Но на подоконнике никогда не должны. Также никогда на подоконнике нельзя размещать и рабочие любые часы, вне зависимости, как они идут. То есть вообще должно быть у вас табу, никакие часы не должно быть на подоконнике. Далее, на подоконнике никогда не должны быть зеркала, при этом любые зеркала. Зеркала могут быть какими-то трещинами, со сколами. Или бывает так, пожилые люди любят ставить зеркала на подоконник для того, чтобы потом время от времени, да, что-то там посмотреть, или думают о том, что они собирают вот на подоконник этот хлам, чтобы им удобнее было пользоваться, чтобы это было под рукой. Ни в коем случае этого не должно быть. Вообще зеркало, если вы не пользуетесь ним, и вот оно у вас такое вот маленькое, небольшое, да, на подставке, то вы попользовались, после этого протрите его. Если, например, вы смотрели себя в лицо или что-то изучали на себе, после этого протрите обязательно и сложите так, чтобы оно не соприкасалось с внешним миром. То есть вы отправьте его в шкафчик или сложите в какую-то коробочку, но не так, что оно должно красоваться для всех. Далее, никогда на вашем подоконнике
подоконнике не должно быть ваз, не должно быть какой-то вне зависимости, какая посуда, ее не должно быть на подоконнике. Это очень важно понимать и осознавать. Далее, ни в коем случае на вашем подоконнике не должно быть каких-то старых вещей, каких-то предметов для уборки. Бывает так, что люди вот убирают в квартире или в доме, да, и потом тряпочки почему-то раскладывают на подоконник. Этого тоже не должно быть. Обратите на это внимание. Вы должны понимать, что у вас на окне, на подоконнике должно, знаете, вот быть как будто как пространство для того, чтобы энергии перемещались. А если вы это все закладываете, как вы думаете, что это принесет деньги, нет, так не бывает. Далее, ни в коем случае на подоконник не складываем никакую поломанную технику, вне зависимости, что это будут ваши гаджеты какие-то, или микроволновка. Бывает так, что вот на кухне, да, приходишь где-то в гости, и на кухне, на подоконнике, это как второй стол, да, и какие-то банки, и какая-то микроволновая печь, которая уже хромает, там, она от нее воняет, но мы боимся ее выбросить. Этого ни в коем случае не должно быть. Помните об этом, что подоконник – это ваше сакральное место, и его, наоборот, нужно протирать. Мы подойдем к тому, что может быть на вашем подоконнике, но вот именно из вещей ничего. Далее, ни в коем случае не должно быть на подоконнике всяких бутылок, всякая макулатура, записочки, квитанции, какие-то напоминалки и так далее, и так далее. Этого ни в коем случае не должно быть на вашем подоконнике, потому что вот эта энергия, отжившая энергия, она будет увеличиваться, и она будет застаиваться, и это будет приводить не к приумножению ваших благ и достатка, а наоборот будет привлекать не очень хорошие события. Возможно, сразу вы этого не заметите, но пройдет какое-то время, и вы можете ощущать. Далее, ни в коем случае не должно быть на подоконнике чучело животных, птиц, даже если это статуэтки. Ни в коем случае. Далее, ни в коем случае не должна быть никакая церковная атрибутика. Это касается и Библии, это касается и икон, это касается крестика. Многие считают, что им так удобнее, да, на кухне или в комнате, чтобы как-то так сделать, чтобы было удобно. Так не должно быть. Помните о том, что окно – это не то место, чтобы загораживать своими какими-то вещами или предметами. Помните, пожалуйста, об этом. Многие люди это игнорируют, а потом задаются вопросом, а почему в моей жизни происходят те или иные моменты. Также ни в коем случае у вас на подоконнике не должно быть безжизненного декора. Это могут быть искусственные какие-то цветы, веточки чего-то. Многие думают, ой, что я, наверное, украшу красиво окно, и внешне оно будет выглядеть красиво. Вы так только думаете, но тем самым вы привлекаете и в свой дом вот эту безжизненную энергию. Надо ли вам такое? Точно нет. Этого не должно быть. Далее, что еще ни в коем случае не должно быть? Не должно быть увядших цветов, тех цветов, которые больные, которые вам не нравятся. Бывает так, что вам подарили цветы, вроде в горшке, вроде красиво, но у вас вызывает какой-то дискомфорт, и вы кладете это на подоконник. Не стоит. Вынесите на улицу, возьмите, продайте за 5 копеек, но не держите этот цветок в доме. Если он вас раздражает, если вам что-то не нравится, помните о том, что он ничего хорошего в конечном итоге вам не принесет. Также не старайтесь никогда на подоконнике выращивать цветы из каких-то росточков, потому что это также неправильно. Теперь давайте, что еще не должно быть, друзья. Ни в коем случае не должно быть посуды. Поэтому любой посуды, новая посуда, старая посуда, поломанная и так далее, этого также не должно быть. Поэтому, если у вас что-то на данном этапе вот есть у вас на окнах, пожалуйста, это убирайте. Не стоит этого держать, потому что ни к чему хорошему это не приведет. Кроме того,
также нельзя держать на подоконнике, нельзя все, что связано с деньгами. Это, например, это может быть кошелек, это может быть конверт, даже если там денег нет, но вы предполагаете, что когда-то это вы будете или накапливать, или бывает так, что у вас был конверт, вы накапливали и накапливали, в какой-то момент вы решили опустошить этот конверт, и сам конверт отправили на подоконник. Тоже ни в коем случае нельзя класть именно на подоконник. Это касается также и ключей, вне зависимости, какие это ключи, которые вы не используете или вы используете. У вас должна быть ключница. Все, по-другому никак. Далее, не должно быть ни в коем случае каких-либо ваших украшений. То есть вы должны поставить себе за правило: ваши подоконники, максимум, что на них может быть, на них могут быть цветы, но это должны быть цветы жизненные, которые несут благополучие, изобилие, достаток в вашу жизнь. Мы неоднократно говорили о том, какие это цветы могут быть. На кухне, например, будет здорово, если вы разместите лавровое деревце, настоящее лавровое деревце. Или, например, как вариант, посадите мяту. Возможно, вы ее где-то сможете даже купить уже в горшках, продается в некоторых магазинах. И это будет как и ваш талисман, и будет вам привлекать деньги. Если у вас есть цветы, обязательно смотрите, чтобы они не болели, потому что если вы ставите на подоконник, и они у вас начинают болеть, помните о том, что это первый признак того, что нужно разбираться, что в вашем доме не так, потому что цветы, они в первую очередь, знаете, вот сигнализируют нам с вами. Вот такой, друзья, очень важной и ценной информацией мы хотели с вами поделиться. Обязательно это убирайте, и в вашем доме пусть будет изобилие, достаток и благополучие. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.